Пробегая мимо утренней толпы на мосту в Техас, она сжимала в руках пистолет, который лежал у нее в сумочке. Она останавливалась каждые 5 минут, чтобы перевести дыхание и взглянуть на фото ее следующей цели – флориста. Она охотилась за ним на протяжении года, выслеживала его в сети, расспрашивала о нем преступников, с которыми он работал, даже подружилась с его родственниками, чтобы выяснить его местонахождение. И вот теперь она была как никогда близка к цели. Мириам позвонила вдова и рассказала, что он торгует цветами на границе. С 2014 года она выслеживала людей, причастных к похищению и убийству ее 20-летней дочери Карен. Половина из этих людей уже была за решеткой. И это произошло вовсе не потому, что власти накрыли крупную преступную сеть, а благодаря тому, что их преследовала одна женщина, движимая одним лишь желанием безграничной мести за собственную дочь. Она постригла и покрасила свои волосы, маскировалась то под социолога, то под медицинского работника или члена избирательной комиссии, чтобы получить их имена и адреса. Она придумала причины, чтобы познакомиться с членами их семей, ничего не подозревавшими бабушками и двоюродными братьями и сестрами. У всех них она по крупицам добывала ценную информацию. Она записывала каждую деталь и хранила эти детали в черной сумке из-под компьютера. Она грамотно выстроила свое расследование и отслеживала одного за другим. Она знала их привычки, друзей, дома, где они выросли, и друзей детства. Она знала, что флорист продавал цветы на улице, а затем стал членом картеля Зета и был причастен к похищению ее дочери. Теперь он находился в бегах и был вынужден заниматься тем, что умел до вступления в банду – продавать розы, чтобы свести концы с концами. Не успев принять душ, она накинула плащ прямо поверх своей пижамы, надела бейсболку, чтобы прикрыть свои рыжие волосы, сунула пистолет в сумочку и направилась к границе на поиски флориста. На мосту она начала присматриваться к торговцам цветами. Но оказалось, что именно в этот день тот, кого она искала, торговал солнцезащитными очками. Когда она наконец обнаружила его, она сильно разволновалась и подошла слишком близко. Он узнал ее и побежал прочь. Он пробежал по узкому пешеходному переходу в надежде скрыться из виду. На тот момент ей было 56 лет. Она догнала его, схватила за футболку и повалила на поручни. Она приставила пистолет к его спине. «Шевельнешься, и я тебя пристрелю». Это рассказывали свидетели, которые присутствовали при той погоне. Так она продержала его на протяжении часа, пока на место происшествия не прибыла полиция и не арестовала члена банды. Ее звали Мириам Родригес. Она была известной мексиканской правозащитницей. Она была наиболее известна как основательница организации Missing Child Parents – родители пропавших без вести детей. В течение 3 лет Родригес выследила и настигла почти всех живых членов банды, которые были причастны к похищению ее дочери с целью выкупа. Это была целая гора преступников, которые пытались начать новую жизнь. Водитель такси, продавец машин, няня и другие. Она сыграла важнейшую роль в уничтожении 10 преступников. Ее кампания за справедливость стала известна всем в округе. Никому ранее не приходило в голову бросать вызов организованной преступности, не говоря уже о том, чтобы сажать ее членов в тюрьму. Она просила у правительства предоставить ей вооруженную охрану, потому что понимала, рано или поздно ее достанут. 10 мая 2017 года, в День матери, через несколько недель после того, как она настигла свою последнюю цель, Мириам была застрелена на пороге своего собственного дома. Ее муж был дома и смотрел телевизор. Позднее он обнаружил жену, лежащей на улице лицом вниз. Ее руки находились внутри сумочки, сжимая пистолет. Для многих жителей мексиканского северного города Сан-Фернандо ее история является олицетворением всех ошибок Мексики и, напротив, воли ее замечательных граждан, их несогласие с безразличием правительства. Женщина,
погибла из-за того, что как мать пыталась просто защитить своего ребенка в стране, раздираемой насилием и безнаказанностью. Ее оглушительная кампания, пересказанная в материалах дела, показаниях свидетелей, признаниях преступников, в десятках разговоров с их родственниками, полицейскими, друзьями, официальными лицами и простыми местными жителями. Все это изменило Сан-Фернандо до неузнаваемости, хотя бы на некоторое время. В честь Мириам Родригес установили бронзовую памятную табличку на центральной площади города. Ее сын Луис возглавил созданную матерью группу, в которую входили члены множества местных семей, чьи близкие пропали без вести. Власти пообещали поймать убийц Мириам Родригес. Измученный десятилетиями насилия, жестокой войной между картелями, убийством 72 мигрантов и расправой над Мириам Родригес, Сан-Фернандо на какое-то время затих. Это затишье продолжалось до июля 2020 года, когда прямо на улице был похищен 14-летний Лучано Леал Гарза. Его похищение стало самым громким делом с момента своеобразного крестового похода Мириам Родригес. Сын Мириам, 37-летний Луис, не мог помочь, но провел параллели и заплакал, когда услышал эту новость. Лучано похитили прямо из автомобиля, как и Карен Родригес. Его семья 2 раза платила похитителям выкуп, но эти усилия не приносили результата. История повторялась снова. Горожане устроили митинг, требуя, чтобы власти вытащили парня. Полицейские обыскали каждый клочок территории. Мать парня, харизматичная и бесстрашная женщина по имени Аннабель, начала выступать от имени родственников пропавших без вести, коих в небольшой Мексике насчитывается около 70 тысяч человек. В целом, количество убитых в этой стране удвоилось за последние 5 лет. Однако на этот раз война идет совсем по-другому. Мириам Родригес, благодаря своей смелости и решимости найти дочь, стала своеобразной путевой звездой, символом надежды для тех, кто пытается найти Лучано. Но жестокая расправа с ней стала предупреждением для всех, кто попытается пойти ее путем. Родители Лучано уже не пытаются найти и покарать похитителей, как и не надеются уже увидеть в живых своего сына. Они напуганы. Мириам Родригес постоянно перебивала рация, которая висела на поясе похитителя, пока мать умоляла вернуть ее дочь. Недели, прошедшие после похищения Карен Родригес, превратились в тошнотворную череду звонков, угроз и ложных обещаний. Чтобы выплатить первую часть выкупа за дочь, супруги Родригес взяли ссуду в банке. Интересно, что банки в Мексике готовы предоставлять кредит именно под такие цели, поскольку похищение людей в этом государстве – обыденное явление. Мать и отец следовали всем указаниям в письме. Отец Карен положил сумку с наличными неподалеку от клиники. Затем он прождал похитителей на местном кладбище, как и было сказано в письме. Вот только все это было напрасно. Немного позднее его жена договорилась о встрече с членами местного картеля Зета. К удивлению женщины, они согласились. Она забронировала столик в ресторане «Эль Джуниор», и к ней подсел худощавый молодой человек. Шел 2014 год. Это было особо шокирующее время для Сан-Фернандо. Из-за стрельбы были закрыты многие бары и рестораны. Появилось множество братских могил, где подчас могли обнаружить до 20 тел. Картель Зета некогда являлся вооруженным крылом картеля Персидского залива. Затем они решили отколоться и стать самостоятельной группировкой, из-за чего в течение многих лет воевали со своими бывшими боссами. Они похищали невиновных для получения выкупа, чтобы финансировать свою войну, или же набирали таким образом бойцов в свои ряды. Иногда они устраивали смертельные схватки между пленными ради яркого зрелища. Луис, старший брат Карен, уехал из Сан-Фернандо в более безопасное место. Но его сестра решила остаться в городе, закончить здесь школу и помогать своей матери с небольшим магазинчиком Rodeo Boots, где семья продавала ковбойскую одежду. 23 января 2014 года Карен, будучи за рулем своего пикапа, увидела спереди и сзади машины 2 грузовика. К ней в машину влезли несколько вооруженных людей
и уехали в неизвестном направлении. Оказалось, что похитители повезли девушку в ее дом, где Карен жила в течение недели, пока ее мама была в Техасе, где подрабатывала няней. Когда Карен лежала на полу в гостиной, связанная и с кляпом во рту, в дверь постучали. Это был ее дядя, ничего не подозревающий механик, который взялся ремонтировать семейный грузовик. Похитители запаниковали и схватили его, а затем скрылись. Теперь Родригес сидела с одним из членов банды в ресторане, умоляя освободить Карен. На поясе у бандита висела рация, которая постоянно пиликала. Он уверял женщину, что картель не причастен к похищению ее дочери. Однако он предложил услуги картеля в поиске дочери и попросил за эти услуги $2000. И Родригес заплатила. Через помехи в рации она услышала, как кто-то назвал его именем Сама. Через неделю он перестал отвечать на звонки. Но начали звонить другие люди и утверждать, что они являются похитителями. Им нужно было немного денег. Всего-то $500. Родители Карен засомневались, что такая сумма вернет дочь домой, но все равно отправили деньги. С каждым новым платежом у Родригес появлялась новая надежда на освобождение дочери. Напротив, с каждой неудачной попыткой вернуть Карен, Мириам все больше впадала в отчаяние. Надежда – это яд, который отравляет многие семьи пропавших без вести. Они либо пытаются жить дальше и таким образом избавляются от этого яда, либо поглощены зачастую бесцельными надеждами, и этот яд уничтожает их день за днем. Родригес уже переехала от мужа к своей старшей дочери Азалии. Однажды утром, через несколько недель после последнего платежа, она спустилась вниз и сказала Азалии, что не верит в возвращение Карен, и что, вероятнее всего, младшая дочь уже мертва. Она сказала все это сухо и спокойно, как будто пересказывала свой страшный сон. Также она сказала дочери, что не успокоится до тех пор, пока не найдет людей, похитивших Карен. Она будет выслеживать их, одного за другим, до тех пор, пока она не умрет. Азалия наблюдала, как горе матери сменилось решимостью, а надежда сменилась чувством мести. Ее мама стала другим человеком. Жизнь в Сан-Фернандо предполагает, что человек соглашается с определенными реалиями. Семьи страдают от бесконечных похищений и введений комендантского часа точно так же, как жители крупных городов страдают от постоянных пробок и экологической обстановки. Из-за постоянных разборок среди банд, средняя продолжительность жизни в Сан-Фернандо очень сокращена. Здесь как будто идет война, и она коснулась каждого дома. Пропавшие сыновья, погибшие близкие, заброшенные дома и здания. Для города с населением всего 60 тысяч человек, Сан-Фернандо обладает очень дурной славой. Этот город расположен вдоль северного маршрута через штат Тамаулипас. За пределами города начинается сеть разветвленных автомагистралей, каждая из которых ведет к границе с Соединенными Штатами. Рядом с этими автомагистралями пролегают не менее обширные сети грунтовых дорог, идеальные маршруты для торговцев людьми. В 2010 году федеральные власти обнаружили тела 72 мигрантов из Центральной Америки. Их обнаружили на ранчо на окраине города. На тот момент это было самое чудовищное убийство, совершенное картелем. А уже в 2011 году, после участившихся случаев похищений пассажиров автобусов, на окраине Сан-Фернандо была обнаружена братская могила, в которой находилось почти 200 тел. Были те, кто решил переехать из Сан-Фернандо, чтобы избежать насилия. Другие решили остаться. Среди них была и семья Лучиано. Дед Лучиано, которого тоже звали Лучиано, запустил с нуля бизнес, связанный с грузоперевозками, и впоследствии открыл фирму по производству шлакоблоков. Отец мальчика, тоже Лучиано, является владельцем магазина по продаже стройматериалов. На тот момент 14-летний парень в свободное от школы время помогал по работе и отцу, и деду. Как и любой житель этого города, родственники Лучиано знали историю с похищением Карен и трагический героизм ее матери Мириам. Они также знали,
что их процветающий бизнес делает их наиболее привлекательными целями для бандитов. Даже более привлекательными, чем семья Родригес. За прошедшие годы похитители уже получили выкуп за нескольких членов семьи Лучиано, среди которых был и его отец, которого в 2012 году удерживали в заложниках на протяжении 33 дней. Родственники предприняли серьезные меры безопасности и практически следили за своими детьми круглые сутки. Но похитители точно знали, когда и как необходимо нанести удар. В течение нескольких недель они переписывались с Лучиано в Фейсбуке от имени молодой девушки. «Ты очень милая», – писал он со своего аккаунта. «Я бы хотел с тобой встретиться». Этот день наступил 8 июля 2020 года. Они договорились ненадолго встретиться в парке. За Лучиано присматривала одна из его сестер. Он написал ей, что ненадолго задержится. Парень взял один из семейных автомобилей, на котором ему разрешали перемещаться по городу. Отъехал от дома, и уже через несколько секунд повторился тот же трюк, что и с Карен Родригес 6 лет назад. В течение нескольких следующих часов семья Лучиано прочесывала город. Только после того, как сестра заглянула на его страничку, все поняли, что произошло. Вскоре после исчезновения парня, похитители позвонили его отцу и передали трубку подростку. Первое, о чем он спросил, в безопасности ли две его младшие сестренки. Уже на следующий день отец Лучиано снял целую сумку наличных и отвез на заброшенную дорогу, перпендикулярную той, куда привозил деньги отец Карен. Еще через день похитители заявили, что этого мало, и они хотят больше. Чтобы передать следующий платеж, отец Лучиано ехал на протяжении 2 часов к заброшенной заправке. Там он оставил сумку между двумя изношенными шинами. Как только он вернулся в Сан-Фернандо, похитители позвонили вновь. Они обещали доставить Лучиано домой в ту же ночь. Никто не спал. Родные реагировали на каждый шорох. Но парень домой так и не попал. Уже следующим утром похитители перестали отвечать на звонки, и семья поняла, что Лучиано они больше не увидят никогда. По крайней мере, на это у них пропала всякая надежда. Переборов свои страхи, они все же решили обратиться в полицию. Им было нечего терять, ведь самый большой страх для любого родителя – потерять собственного ребенка. И родители Лучиано уже пережили этот страх. Любое фото в СМИ, даже самая мелкая сошка в мире гангстеров. Мириам Родригес села на хвост Сами. Она уже убедилась в том, что он причастен к похищению Карен. Она узнала об этом благодаря механику, который был похищен вместе с ее дочерью. Впоследствии бандиты отпустили его, поскольку не было особого смысла держать его в плену. Мужчина нашла Мириам и добилась от него рассказа обо всем. Вообще обо всем, что он видел или слышал, будучи в плену. Женщина искала информацию в СМИ, проводила бесчисленные часы, просматривая страничку Карен в Фейсбуке. Женщина искала зацепки. Однажды утром, растянувшись на диване и просматривая Фейсбук, Мириам наткнулась на фотографию с подписью «Сама». Она тут же поняла, что это именно тот человек, который встречался с ней в ресторане. Тоже худощавое и гладко выбритое лицо. На фото рядом с ним стояла женщина, одетая в форму продавца магазина мороженого, который располагался в городе Сьюдад-Виктория, что в 2 часах езды от Сан-Фернандо. Мириам Родригес несколько недель наблюдала за этим магазином, пока не выяснила часы работы этой женщины. На протяжении последних 2 недель Мириам приезжала к магазину к концу рабочих смен женщины и ждала появления Самы. Наконец, дождавшись его появления, она проследовала за парой до их дома и запомнила адрес назначения. Но для привлечения к делу полиции знать адрес было недостаточно. Ей нужно было имя, а для этого нужно было поближе познакомиться с подругой Самы. Мириам Родригес коротко постригла волосы и покрасила их в ярко-рыжий цвет, чтобы Сама не смог узнать ее. Она надела правительственную униформу, которая у нее осталась с прежней работы в Министерстве здравоохранения. Захватив с собой официальное удостоверение,
Мириам потратила больше половины дня, проводя фальшивые опросы соседей, потихоньку задавая им вопросы об одном из похитителей ее дочери. Получив необходимую информацию, Мириам отправилась к властям, местным, властям штата и федеральным властям. Но никто не согласился ей помочь. Она везде возила с собой собранные материалы, но везде ей говорили «нет». В конце концов, она нашла федерального полицейского, который согласился оказать помощь. Когда она положила материалы на стол, я очень удивился. Ничего подобного я ранее не видел. Детализированная информация была собрана женщиной без соответствующего опыта, которая работала в одиночку. Это сообщил офицер, который попросил журналистов не разглашать его имени. Она побывала на всех правительственных этажах, и везде перед ее лицом закрывали двери. Помочь ей найти похитителей дочери – это стало величайшей миссией в моей карьере. Однако, когда власти наконец выписали ордер на арест Самы, он уже успел ускользнуть. Расстроенная Мириам Родригес удвоила усилия, чтобы найти остальных членов банды. И вскоре у нее появилась огромная стопка фотографий, на которых были запечатлены интересующие ее люди. А потом чисто случайно попался и Сама. Это произошло 15 сентября 2014 года, накануне празднования Дня независимости Мексики. Луис, сын Мириам, начал пораньше закрывать свой магазин в Сьюдад-Виктории, чтобы успеть на празднование. В магазине оставался последний покупатель, молодой худощавый человек. Он рассматривал шляпы. Луис присмотрелся к нему и узнал Саму. Он позвонил матери и проследил за этим человеком, стараясь не попасться ему на глаза. А затем он вызвал полицию. Когда Саму арестовывали на центральной площади, тот начал драться и кричать, заявляя, что у него проблемы с сердцем. Находясь под стражей, он подробно описал детали, отсутствующие в расследовании Мириам Родригес. Назвал имена и местонахождение некоторых сообщников. Одному из них, Кристиану Хосе Сапате Гонзалесу, только-только исполнилось 18 лет. Он был очень молод даже по меркам картеля. Во время допроса юноша выглядел испуганным. Пока Мириам ждала рядом с комнатой для допросов, подросток спросил, может ли он увидеться со своей матерью. Он сказал офицеру, что голоден. Растроганная Мириам вошла в комнату и отдала ему свой обед. Кусок жареной курицы. А чуть позже сходила в магазин и купила ему газировки. Когда она вернулась, офицер спросил, о чем она думает. Он все еще ребенок, вне зависимости от того, что совершил. А я все еще мать. Он как будто мой собственный ребенок. Возможно, благодаря такому отношению, Кристиан успокоился и все рассказал полицейским. «Я провожу вас на ранчо, где они убивают и затем хоронят их». Так Кристиан сказал про жертв своих похищений. Ветхий трактор обозначил могилу на заброшенном ранчо в конце грунтовой дороги. В стене кирпичного дома зияют отверстия от пуль, напоминая о перестрелке, которая случилась здесь несколькими месяцами ранее. В заявлении Кристиана говорится, что мексиканские морские пехотинцы убили 6 сообщников. Мириам Родригес ковырялась в обломках, оставленных похитителями. Ужасные пятна на грязных столешницах, кости разного размера, какие-то осколки. С ветки корявого дерева свисала петля. Она застыла, когда обнаружила стопку личных вещей, брошенных в кучу. Наверху стопки лежали шарф Карен и подушка для сидения из ее машины. Судмедэксперты определили, что останков Карен не было обнаружено среди останков, похороненных на ранчо. Но Мириам решила оспорить эти выводы. И не ошиблась. В следующем году группе ученых удалось обнаружить части бедренной кости, которая принадлежала ее дочери. Большинство силовиков не слишком охотно выражали благодарность Мириам Родригес, в основном из-за ее грубости в общении с ними. Не все ладили с ней, но все уважали то, чем она занималась. На обратном пути с ранчо Родригес заехала в барбекю-ресторан неподалеку от съезда на грунтовую дорогу на ранчо. Она обедала там со своей старшей дочерью Азалией, в
всего через 2 дня после похищения Карен. В тот день за одним из столов сидела ее хорошая знакомая по имени Эльвия Юлиза Бетанкур. Она подтягивала газировку. Родригес поприветствовала ее и спросила, не слышала ли та о Карен. К слову, тогда об этом знал уже каждый. Но Бетанкур прикинулась, что не слышала, и Мириам показалось это очень странным. Теперь, когда Мириам Родригес снова проезжала мимо ресторана, ее осенило. Может, молодая женщина что-то знала? Возможно, она даже наблюдала за ранчо на случай, если приедет полиция. Страх Мириам превратился в ярость. Она знала Бетанкур с детства. Она была дочерью проститутки. Мать бросила ее младенцем в местном борделе. Мириам часто дарила этой девушке старую одежду Карен. Мириам Родригес отправилась домой и снова погрузилась в поиски, обнаружив, что Бетанкур находилась в отношениях с одним из похитителей Карен. Этот похититель уже находился в тюрьме. Он был осужден за другое преступление. Как и в случае с магазином мороженого, Мириам несколько недель наблюдала за тюрьмой во время часов посещения. Она ждала появления Эльвии Бетанкур. И однажды она все же там появилась. Полиция арестовала девушку, и, как позднее выяснилось, некоторые звонки о выкупе Карен совершались именно из ее дома. Шли месяцы. Усердная мать продолжала собирать улики из материалов дела. Но с каждым днем следы исчезали. Некоторые причастные к преступлению были мертвы. Другие находились за решеткой. Те, кто оставался на свободе, пытались жить новой жизнью, работая таксистами, курьерами, или же стали сильно верующими христианами. Мириам отправилась в Алдаму, родной городок Энрике Йоэла Рубио Флореса, где проживает 13 тысяч человек. Она навестила бабушку парня. Тяжело вздохнув, пожилая женщина сказала ей, что с парнем всегда приключались неприятности, но по крайней мере теперь он посещает церковь. Естественно, Мириам начала ходить в ту же церковь, где и нашла свою следующую жертву. Когда приехала полиция и арестовала преступника в часовне, прихожане не могли поверить, что он мог совершить что-то противозаконное. Молодой человек просил у женщины пощады, но она только усмехнулась и сказала: «Где было твое сострадание, когда вы убивали мою дочь?» Похищение Лучано что-то изменило в Сан-Фернандо. Большинство местных жителей не высказывались против организованной преступности. Полиция вряд ли могла бы что-то предпринять, но зато в отношении любого, кто выступал против, что-то точно предпринял бы картель. Чаще всего в форме расправы. Многие оправдывают свое молчание тем, что жертвы сами занимались незаконной деятельностью. Однако тишину нарушило похищение 14-летнего парня. Таким образом, его семья, как и Мириам Родригес, нарушила обычные правила того, как жертвы обычно реагируют в таких случаях. Они призвали друзей и горожан пойти с ними и потребовать возвращения Лучано. Они организовали поисковые отряды. Они устраивали пресс-конференции. Его мама записала душераздирающее сообщение в адрес похитителей, чтобы они вернули ее сына. Это сообщение включали на всю громкость водители в своих автомобилях. В августе 2020 года семья Лучано отправилась в Мехико, чтобы оказать давление на правительство. Они спали в палатках, установленных в центре города, и расхаживали в пончо. Эти действия возымели успех. Правительство направило в Сан-Фернандо отряд солдат, офицеров полиции и следователей. 2-3 раза в неделю они проводили поиски. Правоохранители пересекли бескрайние просторы засушливых окраин Сан-Фернандо. Но как бы далеко они ни искали, они никогда не смогли бы охватить всю территорию. Кто знает, сколько пустырей забито безымянными могилами. Луис, сын Мириам, по собственному опыту знал, что есть только один способ найти тело – это поговорить с кем-то. В случае с его сестрой Карен, таким человеком оказался подросток Кристиан. Семья Лучано не смогла найти нужного человека. А в сентябре, когда полицейские схватили главу картеля, он отказался с ними сотрудничать. К тому времени семья знала, кто виноват в похищении. Это были члены
их собственной семьи. После изучения аккаунта Лучано в Фейсбуке, полиция убедилась в том, что мама Лучано подозревала уже давно. Несколько ее двоюродных братьев являются членами преступных группировок. Они объединились с членами местного картеля, чтобы вымогать деньги у собственной семьи. Но к тому времени кузенов нигде не было, и поиски Лучано ничего не дали. Теперь они казались почти поверхностными. Вместо ответов семья получила угрозы, анонимные звонки и сообщения, которые вынуждали их прекратить поиски. Мама Лучано игнорировала эти звонки точно так же, как и Мириам Родригес. Но семья все же запросила охрану у правительства. Отец Лучано сказал: «Прямо сейчас мы просим того же, чего неоднократно просила Мириам – защиты. Или вы ждете, пока они убьют нас?» После исчезновения Карен ее отец сильно изменился. Некогда активный, теперь он редко выходил из дома. Он медленно сжимался, физически и духовно, пока его дети не перестали узнавать его. Для Мириам погоня за справедливостью стала способом избежать боли. Но за этот способ пришлось заплатить слишком высокую цену. Ее публичная кампания угрожала не только каким-то обычным похитителям. Она угрожала ряду вещей Сан-Фернандо. Ее друзья зачастую удивлялись, насколько далеко ей удалось зайти. «Мне плевать, если они меня убьют. Я умерла, когда они убили мою дочь. Я хочу покончить с этим. Я уберу людей, которые причинили боль моей дочери. И они могут делать со мной все, что захотят». В марте 2017 года примерно 2 дюжины заключенных устроили побег из тюрьмы в Сьюдад-Виктории, куда Мириам упрятала многих похитителей своей дочери. Обеспокоенная, она обратилась с просьбой о защите в правительство. Полицейские согласились периодически отправлять патруль к ее дому и к месту ее работы. Ее семья была недовольна этим, но это не смогло остановить женщину. За месяц до убийства Мириам Родригес сломала ногу, когда гналась за одной из последних целей в своем списке – молодой девушкой, которая покинула город и устроилась работать няней в Сьюдад-Виктории. Будучи верной своим традициям, Родригес проводила дни напролет около дома, где работала эта девушка. Женщина ждала ее появления. Мириам не выходила из машины, чтобы справить нужду. Посадила аккумулятор, пока в ожидании слушала радио. Когда полиция наконец арестовала девушку, Мириам, бежав им навстречу, сломала ногу. В день матери нога женщины все еще была в гипсе, и она использовала костыли. 10 мая 2017 года в 22 часа 21 минуту Мириам Родригес подошла к своему дому. Они с мужем проживали в небольшом оранжевом доме, где раньше проживала Карен. Женщина припарковалась на улице, вылезла из машины и медленно пошла в сторону дома. Белый Nissan под управлением мужчин, которые сбежали из тюрьмы, находился позади Мириам. Они выстрелили 13 раз. Правительство поспешило отреагировать на это убийство. В течение нескольких месяцев оно арестовало 2 виновных и убило еще одного в перестрелке. Что касается заказчиков этого убийства, которые боялись ее активности больше, чем последствий убийства, в настоящее время их имена не подлежат разглашению в интересах следствия. После смерти Мириам руководство ее компанией взял в свои руки ее сын Луис. Однако после ее смерти это движение угасло. Некоторые участники компании отделились и организовали собственные группы. Другие решили замолчать, чтобы их не настигла та же участь. В июне того же года, почти через месяц после убийства Мириам, официальные лица штата Веракрус, опираясь на предоставленную Мириам информацию, арестовали еще одну подозреваемую в деле о похищении Карен. Эта женщина избивала и пытала девушку во время похищения. Она подвешивала ее как боксерскую грушу и избивала. После этих событий женщина переехала в Веракрус и устроилась работать водителем такси. У нее есть маленький сын. Мириам Родригес нашла и ее. Луис опоздал на похороны. Он приехал уже после того, как процессия двинулась по улицам, заполненным жителями, которые наблюдали за гробом Лучано.
Недалеко от места захоронения парня, когда толпа окружила прямоугольную яму, Луис, сын Мириам, стоял и плакал. Власти обнаружили тело подростка в октябре 2020 года в неглубокой яме, заросшей акацией на северной окраине Сан-Фернандо. Убийцы забросали это место мусором, чтобы замести следы. Несколькими неделями ранее добровольцы осматривали это место, но не заметили захоронения. Правоохранительные органы отказались рассказать о том, как они обнаружили могилу. Один из них рассказал, что следователи воспользовались методом триангуляции и отследили местоположение тела с помощью базовых станций сотовой связи. Но эта версия не выглядит правдоподобной. За несколько часов до обнаружения тела полиция нашла двоюродного брата подростка, который был одним из организаторов его похищения. Его обнаружили в больнице с огнестрельным ранением в ногу. С этих самых пор ему были предъявлены обвинения в похищении и убийстве. Горожане, давно привыкшие молча отводить взгляд, наблюдали, как похоронная процессия ползет по улицам, чтобы за ней успели сотни пеших скорбящих. Продавцы магазинчиков подносили этим людям воду, поскольку стояла 40-градусная жара. Играл оркестр. Речи родителей вызывали в толпе слезы, особенно у Луиса и его сестры Азалии. В этой войне они потеряли сестру и мать. Отец Лучано выразил полицейским благодарность. Ведь ему удалось хотя бы увидеть тело своего ребенка и предать его земле. Мама Лучано поблагодарила каждого за проявленный риск при поисках сына. «Вы научили мою семью, что вместе мы можем дать отпор. Мы должны избавиться от страха вставать и высказываться». Луису и Азалии тяжело было это слушать. Они проводили параллели со своей матерью, которая была похоронена всего в 30 метрах от могилы Лучано. Примерно то же самое говорила и Мириам. И эти слова были вырезаны на мемориальной доске на ее могиле. Азалия обняла маму Лучано и не отпускала ее более минуты. Луис пожал руку отцу Лучано. Не сказав ни слова, он ушел, вытирая слезы. В самом начале расследования похищения Лучано Луис познакомил его семью с полицейскими, которые расследовали похищение Карен, а затем и убийство Мириам. Но когда он предложил сопровождать расследование привлечением поисковых собак, натренированных находить трупы, родители Лучано очень обиделись на него. Тогда они еще надеялись увидеть сына живым. Процессия рассеялась. Луис и Азалия отправились на могилу своей матери. Здесь же, рядом с матерью, были похоронены и останки Карен. Они знают, что являются теми немногими счастливчиками, которым, по крайней мере, есть где оплакивать погибших. Но есть очень много семей, которые так и не нашли своих близких. То, что Карен и ее мама Мириам Родригес теперь покоились рядом, было хоть каким-то утешением. Луис и Азалия какое-то время сидели, пока солнце не начало светить слабее. Они предались приятным воспоминаниям, тому, чего они редко позволяли себе делать. Кладбище опустело, но они остались, пытаясь как можно дольше удержать этот момент. Мириам Родригес Мартинес в 2012 году организовала в своем городе 600 семей, которые стали жертвами насилия. Группа семей, которую она организовала, это часть более широкого движения, которое расширилось после того, как в октябре 2014 года пропали 43 учащихся педагогического колледжа, что учились в штате Геррера. Сейчас в Мексике существует по меньшей мере 13 таких групп. За убийство Мириам Родригес было вынесено только 2 приговора – 10 и 15 лет, против 2 преступников – Эрика Леонеля и Альфредо Мисаэля соответственно. Организаторы преступлений не установлены. Другие предполагаемые исполнители преступления отказались давать показания. Они отбывают наказание за различные преступления. Еще один был убит при задержании.